Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships, и пришло время взглянуть в глаза новому боевому пропуску. Взглянем мы без страха и вообще без всего. Что мы будем разглядывать? Мы посмотрим, что у нас тут есть, что стоит брать, что брать не стоит. Сюда мы смотреть не будем, потому что здесь, как я уже говорил, все просто. Есть деньги, проходи, садись. Нет денег, дверь там, пока. И прежде чем мы начнем рассматривать магазин, пару слов о ракете, которая находится в VIP-части Battle Pass, это YJ-17. Что тут можно сказать? Это некий, можно сказать, аналог Х-90, но не кластерный, то есть боевая часть не кассетная, обычная совершенно. А в остальном урона вроде как много, перезарядка долгая, траектория высокая и не отвод. Много хп, высокая скорость. То есть ракета при грамотном применении может очень больно огорчить. Но это игра через Альфа-Страйк, как на линкорах и так далее. То есть вы долго заряжаетесь, потом бахнули, огорчили врага. Соответственно, надо выбирать грамотно цели и непосредственно момент этого применения. Потому что потом у вас будет 10 секунд, без оружия вы будете, без этого ракетного оружия. Ну и, естественно, у нее нет ограничения по пуску, то есть хоть в упор можете шмалять. Это, соответственно, плюс перед Х-90. Вот, так как она продается за деньги, то никаких рекомендаций по покупкам не даю, но смотрите, учитывайте, что вот таких ракет уже у нас есть Х-90, теперь еще есть это YJ-ка. Не лезьте на открытую воду, иначе все у вас будет очень плохо. Итак, что у нас имеется? Как всегда, корабли, оборудование, авиация. По кораблям Спруэнс остался еще на месяц. Я его уже себе взял и как бы рекомендовал его в том числе и другим, потому что кораблик-то в принципе неплох. 3 пушки имеет, стреляет больно, особенно если у вас есть нормальные пушки. Но старые корабли из уже прошедших батл пассов, они меняются каждый месяц, да, и нам подкинули новые корабли. Ну как корабли? Один корабль и курятник. Вот. По оборудованию у нас гранатомет, ракета и ПВОшка лазерная. По авиации у нас штурмовик, бобр и вертолет. Давайте тогда рассматривать будем это все, так сказать, постепенно. Начнем с кораблей. Во-первых, конечно же, начнем, вернее, с корабля. CN Type 054B. Я думаю, что я сделаю отдельный обзор на этот корабль в рубрике «Сегодняшний гость», потому что я считаю, что он достоин отдельного обзора. У меня этот корабль был в свое время, я его продал, потому что тогда он был достаточно никчемен. Но после ребаланса он вполне себе заиграл. У него сейчас неотводимые ракеты имеются, неотводимые торпеды имеются. У него пушка, стреляющая по самолетам и по кораблям, самонаводящаяся. 2 слота под гранатомет и 2 слота под автопушки. И еще 2 свободных слота под ракеты, какие хотите. То есть довольно неплохой такой спектр вооружения у него. И собрать его можно в довольно-таки дамажную машину. Причем у него еще и дымы имеются. Так что, в принципе, набор плюсов у него очень даже серьезный. Из минусов могу отметить посредственную, как для фрегата, скорость и довольно дряблое ПВО. Да, в остальном, я думаю, сделаю я подробный обзор на него. Там уже, как говорится, разжуем его как следует и разберемся окончательно, бесповоротно. Но сейчас я могу уже порекомендовать этот корабль к покупке. Причем не к покупке для того, чтобы его продать за арткоины, а именно к покупке для себя, потому что он очень даже играбелен, хотя и требователен к рукам. Перескакиваем во вкладку «Оборудование». Итак, первая у нас, наверное, все-таки ракета. Ракета Мако — это, наверное, одна из уже чуть ли не легенд этой игры. Это одна из лучших, если не самая лучшая спамовая ракета в игре, с очень быстрой перезарядкой, с очень неплохим прохождением ПВО и высокой траекторией, что дает возможность работать из-за
укрытие. То есть, если вам нужна ракета для того, чтобы вытрясти из кого-нибудь нервы, или же ракета для того, чтобы разжевать кого-то немножечко, пока он пытается до вас добраться, а вы стоите в укрытии, либо же вы просто любите стоять за укрытием и набрасывать, 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 то вот эта ракета подойдет великолепно. Да, в открытом бою ее проблема в том, что она, разумеется, нерфится дымами. Да, то есть ловушки она чихать хотела на ловушки с учетом ее перезарядки. А вот дымы, да. Если вы выйдете в открытый бой, противник бросит дымы, но так нерфится все самонаводящееся оружие. Да, это надо учитывать. В остальном отличная совершенно ракета. Прям вот рекомендую сразу же, не задумываясь. Далее. Переходим к гранатомету. Гранатомет у нас FQF 6000. Ну, как бы сказать, необоснованно забытый, наверное, гранатомет, который, в принципе, своем является некоторым аналогом РБУ 2500, хотя, по сути, немножечко и другой. Отличается он от РБУ 2500 дальностью. У него дальность прямо громадная, аж в 13 километров. И это один из его плюсов. Разумеется, если вы попробуете с 13 километров попасть по Борюсику, которого команда отправила за пивом, и который летит куда-то со всех ног, наступая на собственные шнурки, непрерывно падая, матерясь всеми словами, которые он только знает, то, естественно, вы в него не попадете. Но бывают ситуации, когда на большой дистанции светится вражеский авианосец, который в этот момент, мирно треская козявки, где-то летает своими самолетами и совершенно не трогает корабль. И корабль огромный и неподвижный. И вот это очень хорошая цель для таких гранатометов. Прям уработать можно его капитальнейше. Просто объяснить ему окончательно и бесповоротно, в чем он не прав, где и почему. Второй момент, это, конечно, урон по области. 250 в радиусе 100 метров. Ну, это явно как бы заявка на подавление ракетчиков. Особенно тех, которые используют ВС-3, Детерренс и тому подобное. Мелкие ракетки будут щелкаться просто к чертовой бабушке. Противник толком отстреляться, по-моему, не сможет. Да, то есть плюсов полно. Перезарядка, кстати, 5.25, это тоже можно отнести к плюсам. Да, это где-то на секунду больше, чем у РБУ 2500, но всего на секунду. Второй минус — это то, что он испражняет свой магазин, так сказать, медленнее, чем это делает РБУ. Но с этим, я думаю, вполне себе можно смириться. Лично я покатал эту штуковину, мне понравилось. Могу порекомендовать в том числе новичкам, которые только выходят на 3-й тир. Вот если вы сейчас выходите на 3-й тир, подкопите этих самых очков боевого пропуска, возьмите эту штуковину, поставите себе на Ушакова, пойдете с ним в ранге. Не пожалеете, я вам гарантирую. Так, ну и что у нас осталось? Осталось у нас Silent Hunter, ПВОшка. Ну, абсолютно ни о чем, никуда, нигде. Стоит она на рынке там тоже копеек каких-то, да, если алкашка стоит 1500 где-то, что-то такое там было, что сейчас не вспомню. Это что-то стоило около 300. То есть, ну, не знаю, если ее покупать, то разве что на продажу. А играть на ней, ну, не знаю, стоит ли. И у нас остается только авиация. Давайте ее рассмотрим. Начнем с бобра. Так, ну давайте смотреть. Ракет много, но ракеты все отводимые. Что автопушки какие? Ну, как автопушки? Автоматическая пушка, которая в автоматическом режиме стреляет, тоже имеется. Ну, 237 тысяч. То есть в районе 250 тысяч нанести может. То есть как инструмент такой разовой атаки, потому что их всего 2 в резерве, ну, в принципе, сойдет, но удастся ли его применить, это вопрос. То, что он не имба, это понятно в силу того, что имбу явно не будут совать в магазин боевого пропуска. Но да, 250к, если удастся, то занесете. Видите, как Ямато огорчился. Так что, в принципе, наверное, не самое говнище из имеющегося, но и не лютый топ. То есть все вот это можно спокойно отвести ловушками или воткнуться в дымы, и он вообще станет бесполезным. Это надо учитывать. Давайте же теперь пощупаем нашего этого самого
АВ-8Б Харьер-2, что-то там, Найт куда-то, Найт чего-то. В общем, штурма. Ну, здесь, я думаю, все ясно и понятно. На фоне топовых самолетов эта штуковина, в принципе, своем будет капитальнейшим образом проигрывать, просто потому, что есть топовые самолеты. И против топовых самолетов по эффективности вы будете проседать, за что вас будет ненавидеть вся ваша команда. Это гораздо хуже, чем если вас ненавидит вражеская команда. Так что не думаю, что эти штуковины, в принципе, кому-то нужны. Если хотите играть на этом поганом классе, ну, лучше подкопите арткоинов и купите что-нибудь внятное. А эти оставьте, не знаю, пусть стоят. Ну и остался у нас вертолет. Давайте взглянем на вертолет. Огонь. Нары ужасно криво летят. Зато две пушки имеются, которые наносят аж целых самых 44 тысячи. Ну да. Ну вот как-то так. То есть ничего сверхъестественного. Очень простенький вертолетик. У меня, кстати, на основном аккаунте такой есть. И, в принципе, ничего особенного он из себя не представляет. На фоне спидхоков по кораблям он проигрывает. На фоне всяких там фенисов по авиации он тоже проигрывает. Да, он может сбить, конечно, летуна какого-нибудь из своих автопушек. Но тоже фенис это сделает эффективнее. В общем, вертолетик, ну, вот такой. Как по мне, тот самый Black Host выглядит интереснее просто потому, что он долларов стоит. Тратить очки на это, ну, я не знаю, стоит ли. Ну и раз уж так получилось, что нам выдали курятника, давайте и о нем пару слов. Так, что у нас по поводу авианосца? Авианосец, ну, явно не имба. Я видел экземпляры и поинтереснее. У этого нет истребителей, у него есть штурм, у него есть бобр, у него есть дрон и два, соответственно, вертолета с пропеллерами. По вооружениям у него есть 2 плюс 1 ракеты. Теоретически можно пихнуть сюда ПВО ракеты, и пока вы будете летать на своих самолетиках, чтобы вам пусто было, соответственно, у этой штуковины вырастет зона действия ПВО. У него тут целая куча автопушек, целая куча ПВО. Соответственно, если еще сюда пихнуть какие-нибудь там римки, штили или что-нибудь такое, он, соответственно... Если он сам отстреливается от самолетов, я вот точно не знаю, но если отстреливается, соответственно, у него вырастет дистанция, с которой он будет отбиваться от вражеских самолетов сам. Еще один момент, который можно отметить, это то, что у него есть форсаж. Да, у него есть ускорялка, за счет которой в начале боя, например, вы сможете эту калошу куда-нибудь увезти за остров, и это повысит ваши шансы на выживание. Вот. А так как специалистом в этом никчемном классе не являюсь, то, в принципе, не буду углубляться глубже. Просто не надо на этом играть, и все у вас будет хорошо. Итак, мы рассмотрели все, что нам предоставлено в боевом пропуске. Теперь как бы коротко. Что надо, что не надо и почему. 0.54Б. Могу рекомендовать к покупке действительно интересный корабль. То есть для покупки для себя, именно вот для игры. Курятника можно купить, чтобы продать его за арткоины, ну или купить, чтобы меня бесить. Я знаю, некоторым из вас это очень нравится. Оборудование. В принципе, что ракета, что гранатомет могу смело рекомендовать к покупке. Не пожалеете ни разу. Silent Hunter ПВОшку, ну, разве что для того, чтобы продать ее за арткоины. Авиация. Бобр, в принципе, курва, он такой себе ничего, как альфа в какой-то момент, который применить, но, не знаю, сложно сравнить его с другими. Да, он может вроде как влить 250к, но у него все отводимое, то есть как бы, ну, шаткий такой вариант.
Кстати, у этого самого Тайфуна есть слот под бобра, то есть можно взять и то, и другое, и пытаться что-то из этого изобразить. Но не думаю, что это будет что-то сверхъестественное. Ну, естественно, если вы столкнетесь с человеком, который обладает самолетами топовыми, он вас просто растопчет. Не прям вот вас, а в плане эффективности он растопчет всю вашу команду, пока вы будете пытаться растоптать один вражеский корабль. То же самое относится и к штурмам. Я не знаю, есть ли смысл вообще играть на вот таких вот непонятных штурмах. Если вы их берете что-то, то топовое только, да. Если возьмете это, то может сложиться так, что ваша эффективность будет вдвое ниже, чем эффективность вражеского курятника. А так как у нас именно курятники решают, какая команда победит зачастую, то, ну, сами понимаете, сколько боев вы сольете, да, набирая вот такой хлам, ну, не знаю, стоит ли оно того, черт его знает, да. То есть можно их взять, чтобы продать, но опять же не забываем, что продаваторов будет очень много, и ценники, скорее всего, просядут. Вертолет нафиг не нужен. Ну, если только, опять же, его скинуть за арты или что-то такое, потому что элементарно можно взять за доллары тот же самый, как его Black Host. Да, он после апа выглядит явно интереснее, чем вот эта вот синенькая леталка. Как-то вот так. Спруэнса, да, еще раз, да, Спруэнс еще месяц здесь будет, я просто его уже забрал, и, соответственно, его тоже могу рекомендовать к покупке. Как-то вот так. В принципе, вот такое мое мнение по поводу боевого пропуска. Если что-то сами там уже по этому БП решили, там какие-то вопросы, может быть, добро пожаловаться в комментарии. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем прописаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.